А вы знали, что самые красивые актеры и актрисы из корейских дорам – это не только звезды экранов, но и настоящие супермодели? Они покорили подиумы Сеула, стали лицами мировых брендов и продолжают сводить с ума миллионы поклонников своей внешностью, грацией и стилем. Каждый из них не просто артист, это икона моды в Южной Корее. В этом рейтинге мы покажем вам 15 корейских актеров и актрис, чья карьера началась или продолжается в модельном бизнесе. Досмотрите до конца, вы будете удивлены, кто занял первое место. 15 место – Ким Убин. Настоящее имя Ким Хон Джун. Родился 16 июля 1989 года в Сеуле. Ким Убин начал свою карьеру не как актер, а как профессиональная модель. Его путь в мир моды начался еще в старшей школе, когда он мечтал о карьере на подиуме. Благодаря своему росту почти 1 метр 90 сантиметров и эффектной внешности он стал быстро набирать популярность среди дизайнеров. Он блистал на показах Seoul Fashion Week, стал лицом таких брендов, как Giordano, Calvin Klein, Merrell, и вскоре его заметили режиссеры. Свою первую серьезную роль он получил в дораме «Школа» 2013-го, но настоящий успех пришел после сериала «Наследники», где он сыграл харизматичного бунтаря. Этот образ закрепил за ним статус звезды и любимца публики. Однако путь Кима Убина не был легким. В 2017 году актеру диагностировали рак носоглотки. Он на долгое время ушел со сцены и подиума, чтобы сосредоточиться на лечении. После долгой борьбы он вернулся, полон энергии и жизненной силы, и стал символом мужества и вдохновения для миллионов фанатов по всему миру. Сегодня он не только продолжает сниматься в дорамах и фильмах, но и остается востребованной моделью. Его лицо по-прежнему украшают обложки журналов, а его стиль копируют по всей Азии. Ким Убин – это не просто актер. Это человек, который пережил болезнь, но не утратил ни грации, ни силы. Он доказал, быть красивым – это не только внешность, но и душа. 14 место – Джу Джи Хун. Настоящее имя Чхве Йон Хун. Родился 16 мая 1982 года в Сеуле. До того, как Джу Джи Хун стал известен как харизматичный актер с сильной экранной энергией, он был одной из самых востребованных моделей Южной Кореи начала 2000-х. Его высокая фигура, утонченные черты лица и аристократический взгляд сделали его желанным участником почти каждого модного показа в Сеуле. Он работал с такими брендами, как Calvin Klein, Levi's, Reebok, Gucci и другими, а также получил престижную премию «Лучшая мужской модель года». Актерская слава пришла к нему в 2000-х после культовой дорамы «Принц с чердака», где он сыграл наследного принца. Роль принесла ему статус суперзвезды и признание далеко за пределами Кореи. Затем последовали проекты «Муджи», «Королевство», «Гипноз», и в каждом из них он демонстрировал глубину актерского таланта, не теряя при этом модельной элегантности в кадре. Однако и у Джу Джи Хуна были трудные моменты. В 2009 году он оказался в центре скандала, связанного с наркотиками, и был временно отстранен от индустрии. Но благодаря раскаянию, поддержке фанатов и упорной работе он сумел вернуться и вновь завоевать доверие публики. Сегодня он один из немногих, кто смог сохранить баланс между модой и актерством. Его фотосессии до сих пор выглядят как произведение искусства, а каждая роль как новая глава в его карьере. Джу Джи Хун – это мужчина, который умеет падать и подниматься, оставаться стильным даже в самые мрачные периоды жизни и доказывать, что слава – это не внешность, а внутренний стержень. 13 место – Син Мина. Настоящее имя Ян Мина. Родилась 15 апреля 1984 года в Сыннаме. Син Мина начала свою карьеру как модель еще в подростковом возрасте. В 16 лет она уже появлялась на обложках журналов Kiki, Elle Korea, Vogue Girl и многих других. Ее улыбка с ямочками и мягкая, почти сказочная внешность моментально покорили корейскую моду, сделав ее любимицей фотографов и дизайнеров. Она стала официальным лицом таких брендов, как Dior, Givenchy, Calvin Klein, и многие годы подряд считалась одной из самых высокооплачиваемых моделей Южной Кореи. Но настоящий поворот в ее жизни произошел, когда она дебютировала как актриса. Роли в таких проектах, как «Моя девушка-лисица-девятихвостка», а «Мой босс», «Городской охотник» и «Гармония»
принесли ей любовь зрителей, а не только модных редакторов. Син Мина известна своей мягкой, но очень сильной энергетикой. Она никогда не использует громкие заголовки, чтобы быть в центре внимания, но каждая ее работа, будь то фотосессия или драматическая роль, оставляет след в сердцах людей. В личной жизни актриса также остается примером стойкости. Ее долгие и преданные отношения с актером Ким Убином, особенно во время его борьбы с болезнью, стали символом настоящей любви и поддержки. Син Мина – это не просто красота с подиума. Это женщина, в которой сочетаются грация модели, талант актрисы и доброта настоящего человека. Ее карьера – это пример того, как можно быть иконой, оставаясь при этом скромной и светлой. 12 место Кан Дон Вон. Настоящее имя Кан Дон Вон. Родился 18 января 1981 года в Пусане. Кан Дон Вон не просто один из самых красивых мужчин Южной Кореи, он настоящий феномен в мире моды и кино. Его путь начался в качестве модели, и в начале 2000-х он стремительно ворвался в индустрию. С ростом почти 1,90 м и идеальной фигурой он покорил подиумы и стал лицом таких брендов, как Dickinson, Gucci, Louis Vuitton, Burberry. Уже тогда критики называли его двигающимся произведением искусства. Но Кан Дон Вон не остался только на обложках. Его глубокий взгляд и природный драматизм быстро привели его к актерству. Он снялся в таких фильмах, как «Плач», «Мастер», «Служанка», «Поезд в Пусан 2», «Полуостров» и многих других. Каждая его роль как тщательно выстроенный образ, стильный, сложный и запоминающийся. Кан Дон Вон также известен своей закрытостью. Он избегает ток-шоу, не ведет социальных сетей и редко дает интервью. Это лишь усиливает его таинственный имидж, делающий его еще более желанным для модных домов и киностудий. Несмотря на то, что он редко появляется на подиуме в последние годы, он до сих пор остается моделью по духу. Его фотосессии для W Korea и Esquire – это всегда событие. Он совмещает в себе стиль, интеллект и умение молчать, когда это нужно. Настоящий джентльмен корейской модной и актерской сцены. Кан Дон Вон – это не просто имя. Это бренд. И этот бренд вне времени. 11 место Пак Саджун. Настоящее имя Пак Йонгу. Родился 16 декабря 1988 года в Сеуле. Пак Саджун – один из тех актеров, чье имя стало синонимом стиля и харизмы. Несмотря на то, что он стал всемирно известен как звезда Дорам, его модельная энергия чувствуется в каждом кадре. Свою карьеру он начал с музыкальных клипов и второстепенных ролей, но его высокий рост, уверенная осанка и мужественная внешность быстро привлекли внимание модельных агентств. Он стал появляться в рекламе Tommy Hilfiger, Zaire, Montblanc и многих других брендов. Особый стиль Пак Саджуна сделал его желанным участником модных фотосессий. Он уверенно чувствует себя перед камерой, и его образ – это смесь интеллигентного мужчины и современного героя. В дорамах она была красива, бойфренд по контракту, Итевон класс и почему Асуджа. Он не только играл роли, но и демонстрировал класс в каждой сцене. Даже когда он идет по сюжету босиком или в домашней одежде, зритель все равно ощущает его модельную аристократичность. Пак Саджун также покорил и Голливуд. Его участие в фильме «Капитан Марвел 2» открыло двери на международную арену, и модные издания, такие как GQ и Vogue Man Korea, тут же сделали его героем обложек. Пак Саджун – это актер, который всегда выглядит так, будто сошел с обложки журнала. И при этом он не позирует, он живет в этом стиле. 10 место Хан Сахи. Настоящее имя Ли Сахи. Родилась 5 ноября 1994 года в Ульсане. Хан Сахи – это одна из самых ярких и стремительно восходящих звезд корейской индустрии. Ее путь к славе начался не с актерской сцены, а с модельной работы. Еще до дебюта в дорамах она снималась в музыкальных клипах и рекламных кампаниях, завораживая зрителей своей притягательной внешностью. Ее утонченные черты лица, холодная красота и загадочный взгляд сделали ее идеальной музой для брендов Charlotte Tilbury, L'Oréal, Adidas, Balenciaga и других. Многие сравнивают ее с манекеном, ожившим для камер, настолько идеально она вписывается в любой визуальный концепт.
После модельного успеха она начала свою актерскую карьеру, и уже с первых ролей в дорамах «Мир женатых», «Моя имя», «Звуки магии» и «Гонка» Хан Сахи показала не только внешнюю привлекательность, но и мощную эмоциональную игру. Особенно публика оценила ее способность перевоплощаться от нежной героини до яростной мстительницы. Но за красивыми кадрами скрытая боль. Хан Сахи выросла в непростой обстановке, рано столкнулась с финансовыми трудностями, и даже ее отношения с семьей в юности были омрачены скандалами. Однако она не позволила прошлому сломать себя. Она встала, расцвела и стала символом силы и изящества в одном лице. Сегодня она продолжает сниматься в рекламе, фотосессиях и глянцевых журналах, оставаясь и актрисой, и востребованной моделью. Хан Сахи – это не просто красавица. Это женщина, которая прошла сквозь тьму и стала светом для других. 9 место Ким Джи Вон. Родилась 9 октября 1992 года в Сеуле. Ким Джи Вон – актриса, которую называют прекрасной, как утро в Сеуле. Но мало кто знает, что ее путь к славе начался вовсе не с дором, а с рекламных съемок и модельной карьеры. Свою первую популярность она получила как Auriency Girl девушка из яркой рекламы витаминов, где ее обворожительная улыбка и сияющий образ покорили миллионы корейцев. С тех пор ее начали приглашать на съемки модных фотосессий и рекламных роликов. Она сотрудничала с брендами Laneige, Etude House, Innisfree, Calvin Klein Jeans и многими другими. Ким Джи Вон обладает классической корейской красотой, аккуратные черты, чистая кожа, теплая энергия. Эти качества сделали ее идеальной моделью для косметических брендов, а позже помогли и в актерской карьере. Переходя от рекламы к драмам, она быстро показала, что за красотой скрывается сильный талант. Ее роль в «Наследниках» принесла первую волну признания, но настоящую славу ей принесла дорама «Потомки солнца», где она сыграла капитана Юн Мёнджу. Потом были «Бойфренд по соседству», «Мой освобожденный дневник» и другие успешные проекты. Несмотря на мягкость образа, в жизни Ким Джи Вон перфекционистка и трудоголик. Она часто тренируется, следит за собой и изучает актерское мастерство, чтобы в каждой роли быть лучше предыдущей. Сегодня она остается одной из самых узнаваемых актрис Южной Кореи и при этом продолжает появляться в рекламных кампаниях и фотосессиях, напоминая всем, что она и модель не менее талантливая, чем актриса. Ким Джи Вон – это сочетание красоты, ума и дисциплины. Женщина, которой удается быть ближе к идеалу без пафоса, с легкой улыбкой. 8 место Бён У Сок. Родился 30 октября 1991 года в Сеуле. Бён У Сок – имя, которое в последние годы громко прозвучало как в мире дорам, так и в модной индустрии. Его внешность кажется будто созданной для подиума. Высокий рост почти 1,90 м, благородные черты лица и природная грация в движениях. Свою карьеру он начал как профессиональная модель, дебютировав в 2013 году на Seoul Fashion Week. Он представлял коллекции таких брендов, как OSCH, Crusoe, General и Dia, и быстро стал постоянным лицом корейской высокой моды. Бён У Сок был не просто моделью, он был ходячей иллюстрацией глянца, холодный взгляд, уверенная походка и почти безупречная осанка. Переход в актерскую сферу случился позже, и поначалу ему давали эпизодические роли. Но его прорыв настал с дорамой «Любовь по звездам», а затем с хитами «25», «21» и «Слава». В последних проектах он проявил глубину, эмоциональность и даже хрупкость, которую не ожидаешь от такого мужественного внешне персонажа. Интересный факт – Бён У Сок очень застенчив в жизни, в отличие от своих уверенных подиумных образов. Его коллеги часто говорят, что он скромен, умен и постоянно учится, стараясь улучшать себя не только как актера, но и как личность. Сегодня он продолжает активно сниматься как в кино, так и в рекламных кампаниях. Журналы Harper's Bazaar, GQ Korea, W с удовольствием приглашают его для обложек, а дизайнеры мечтают видеть его в своих коллекциях. Бён У Сок – это новый тип звезды – интеллигентный, стильный и настоящий. Он не просто актер или модель, он лицо новой корейской эпохи, где скромность сочетается с величием. 7 место Чан Кён. Настоящее имя Чан Гёник. Родился 17 августа 1992 года в Ульсане. Чан Кён – один из самых харизматичных представителей корейской волны, который начинал не с экрана, а с подиума.
Его путь в индустрию моды начался в возрасте 19 лет, когда он подписал контракт с модельным агентством и сразу стал блистать на Seoul Fashion Week. Высокий рост, стройное телосложение, ледяной взгляд и неповторимая энергетика – все это сделало его идеальным представителем для брендов Beanpole, Karl Lagerfeld, Armani, Chanel Korea и многих других. Он стал постоянным участником модных показов и вскоре получил статус одного из самых стильных мужчин Кореи. Но Чан Кён не захотел останавливаться на модельной карьере. Его актерский дебют состоялся в дораме «Это нормально, это любовь», но настоящая слава пришла позже с проектами «Сквозь тьму», «Игра в любовь», «Сейчас», «В нашем расставании». Зрители полюбили его за мужественность, холодную сдержанность и в то же время ранимость героев, которых он воплощал. Однако за этой уверенностью скрывается тонкая душа. Чан Кён признавался в интервью, что долго не верил в себя как в актера и страдал от синдрома самозванца. Но именно любовь поклонников и поддержка команды помогли ему поверить, что он может быть кем-то большим, чем просто лицо с обложки. Сегодня Чан Кён – это символ уверенности, стиля и профессионализма. Он может молчать и этим рассказывать целую историю. Он может просто стоять и этим покорять. Чан Кён – это актер, у которого каждый кадр как фотосессия, а каждая роль как произведение искусства. 6-е место Чха Ыну. Настоящее имя Ли Дон Мин. Родился 15 марта 1997 года в Кумпхо, провинция Кёнгида. Чха Ыну – это не просто красивый парень. Это символ идеальной внешности в Южной Корее, которого фанаты прозвали «лицом, нарисованным вручную». Его ангельская внешность, безупречная кожа, стройная фигура и мечтательный взгляд сделали его иконой не только среди айдолов, но и в мире моды и дорам. Он начал свою карьеру как участник бойс-бенда Astra, где уже тогда его внешность вызывала восхищение миллионов. Параллельно с музыкальной карьерой он стал сниматься в фотосессиях для модных журналов Vogue, GQ, Harper's Bazaar, Best Korea, Esquire и работать с брендами Burberry, Dior BT, Xiaomi, Tom Ford. На корейских подиумах его встречают не как айдола, а как звезду мирового уровня. Но не только внешность сделала Чха Ыну тем, кем он стал. Его роли в дорамах «Мой ID», «Красотка Кан Нам», «Истинная красота», «Остров», «Гонка за судьбой» доказали, что он умеет быть разным, романтичным, драматичным, мистическим. Он способен заставить зрителя переживать и смеяться вместе со своими героями. В реальной жизни Чха Ыну трудолюбивый и очень скромный человек. Несмотря на свой статус кумира, он всегда благодарит фанатов, остается вежливым с журналистами и активно занимается благотворительностью. Сегодня он не просто актер и айдол. Он глобальный бренд. Его приглашают в Париж на модные недели, его фото украшают билборды в Токио, Лос-Анджелесе и Дубае. А в Корее он считается одним из эталонов мужской красоты. Чха Ыну – это не просто звезда. Это лицо целого поколения. 5-е место Сон Джун. Настоящее имя Пак Хён Су. Родился 10 июля 1990 года в Сеуле. Сон Джун – один из тех актеров, которые буквально выросли из подиума в кадр. Его карьера началась с модельной индустрии, и уже в начале 2000-х он стал узнаваемым лицом среди корейских дизайнеров. Он сотрудничал с брендами Zairzyr, Evisu, Diesol, Beanpole, и его часто можно было увидеть на показах Seoul Fashion Week. Его высокая фигура, задумчивый взгляд и резкие черты лица делали его одним из самых выразительных мужчин на подиуме. Однако он быстро понял, что хочет большего, чем просто шагать по подиуму. Он решил покорить экраны. Его первый успех пришел с дорамой «Белое Рождество», но зрителям он особенно запомнился по ролям в «Мой секретный роман», «Высшее общество», «5 детей и жена, которую я знаю». В каждой из этих работ он показывал не только привлекательность, но и внутреннюю глубину, ранимость, искренность. Интересно, что в жизни Сон Джун очень сдержанный и даже немного застенчивый. В интервью он не раз признавался, что долго не мог привыкнуть к актерской популярности и предпочитает тишину фотостудии шумным съемкам. Он служил в армии в специальном подразделении и с честью прошел службу, после чего вернулся к работе еще более зрелым и уверенным. Сегодня Сон Джун снимается не так часто, но когда появляется на экране, зрители вновь вспоминают,
почему он был и остается одним из самых харизматичных актеров своего поколения. Сон Джун – это мужчина, который умеет быть стильным даже в молчании. Он был моделью. Он стал актером. И он остается воплощением сдержанной, глубокой красоты. 4 место Чон Хо Йон. Родилась 23 июня 1994 года в Сеуле. Чон Хо Йон – это имя, которое стало известно всему миру после ошеломительного успеха сериала «Игра в кальмара». Но еще до того, как миллионы зрителей увидели ее на экране, она уже блистала на мировых подиумах как одна из самых успешных моделей Южной Кореи. Свою модельную карьеру она начала в 16 лет, а настоящую популярность обрела после участия в шоу «Korea's Next Top Model». С тех пор она стремительно ворвалась в индустрию высокой моды, став лицом таких брендов, как Louis Vuitton, Chanel, Marc Jacobs, Fendi, Miu Miu, Hermes. Ее узнаваемый ярко-рыжий цвет волос и пронизывающий взгляд сделали ее настоящей звездой нью-йоркской и парижской недель моды. Когда Чон Хо Йон дебютировала как актриса, многие сомневались, сможет ли модель сыграть серьезную драматическую роль. Но ее работа в «Игре в кальмара» заставила замолчать всех критиков. Ее образ Кан Се-бёк, северокорейской перебежчицы с трагической судьбой, стал символом боли, силы и молчаливой борьбы. Ее игра принесла ей номинации и награды на международных церемониях, включая Screen Actors Guild Award и Critics' Choice Awards. После успеха сериала она подписала контракты с крупнейшими агентствами мира, снялась для обложек Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire и стала послом Louis Vuitton, первой корейкой в этой роли. Но при всей мировой славе Чон Хо Йон остается простой, скромной и глубокой. В интервью она говорит о том, как ей важно сохранить человечность в мире шоу-бизнеса. Она редко улыбается на публике, но в ее глазах океан историй. Чон Хо Йон – это не просто модель, ставшая актрисой. Это голос нового поколения женщин Кореи. Сильных, независимых и по-настоящему красивых. 3 место Ким Йон Кван. Родился 11 января 1987 года в Инчхоне. Ким Йон Кван – один из немногих, кто действительно вырос в модной индустрии и сумел перенести этот стиль на экран, не потеряв ни капли харизмы. Его карьера началась с модельного подиума в возрасте 18 лет, и он стал первым азиатом, принявшим участие в показе Dior Homme. С тех пор его лицо и фигуру ждали на показах Александр Маккуин, Вивиан Уэствуд, Хьюго Босс, Dolce & Gabbana, а в Корее он был лицом десятков глянцевых журналов и рекламных кампаний. Высокий рост, выразительная осанка, аристократичные черты лица – все это сделало его настоящей иконой моды. Но Ким Йон Кван не захотел останавливаться на модельной карьере. Он решил, что может и должен стать актером. Его первые роли были незначительными, но он быстро заявил о себе в таких дорамах, как «Пиноккио», «Секретный агент Мисс Ли», «Любовь по контракту», «Привет, это я» и других. Зрители полюбили его не только за внешность, но и за искренность и юмор и умение показать глубокие эмоции. Что делает Ким Йон Квана особенным, это его способность выглядеть стильно не только в костюмах от кутюр, но и в обычных бытовых сценах. Даже когда он играет простого парня, в нем все равно чувствуется элегантность подиума. Интересно, что он не оставил моду даже после того, как стал успешным актером. Он до сих пор принимает участие в фотосессиях для ведущих брендов, часто появляется на обложках журналов и остается примером мужского стиля в Корее. Ким Йон Кван – это актер, который умеет быть моделью даже в кадре. Он не просто красиво одет, он несет моду в каждом движении. 2 место Ли Сон Гён. Родилась 10 августа 1990 года в городе Гаянг, провинция Кёнгида. Ли Сон Гён – это редкий пример артистки, которая одновременно покорила и модный подиум, и телевизионные экраны, и при этом не потеряла свою искренность и очарование. Ее путь к славе начался задолго до появления в дорамах. Она была профессиональной моделью с начала 2000-х годов, и ее стремительный рост в модной индустрии был просто ошеломляющим. С длинными ногами, высоким ростом, миндалевидными глазами и изящной фигурой Ли Сон Гён стала фавориткой таких брендов, как Prada, Chanel, Fendi, Jill Sturt, Miu Miu, а ее фотосессии для Vogue, Elle, Marie Claire и W Korea запоминались надолго. И вот в какой-то момент она неожиданно появилась на экране.
Дебютировав в дораме «Это нормально, это любовь», она вскоре покорила зрителей своими ролями в «Пиноккио», «Доктора Ким», «Весомо к тебе», «Пока ты спал» и «6 жизней». Ли Сон Гён отличается особой харизмой, она может играть и нежных девушек, и взрывных характеров, и даже комических героинь, не теряя ни капли элегантности. Зрители и модные критики обожают ее за то, что она осталась настоящей. В кадре она может смеяться до слез, а на подиуме оставаться холодной и величественной. Именно этот контраст делает ее особенной. Она по-прежнему активно участвует в модных проектах, считается иконой женского стиля в Южной Корее и регулярно представляет страну на международных модных неделях. При этом она по-настоящему музыкальна, поет, играет на фортепиано и часто участвует в благотворительных мероприятиях. Ли Сон Гён – это не просто модель, ставшая актрисой. Это женщина, в которой сочетается сила, женственность, талант и невероятный стиль. Она сама элегантность, ожившая на экране. Первое место – Нам Джу Хёк. Родился 22 февраля 1994 года в Пусане. Нам Джу Хёк – безусловный лидер этого рейтинга и один из самых узнаваемых и любимых актеров и моделей Южной Кореи. Его путь к славе начался с мечты стать баскетболистом. Но из-за травмы он был вынужден оставить спорт, и судьба направила его на совершенно другой путь – мир моды. Он дебютировал как модель в 2013 году, участвуя в показе коллекции бренда Saungsia, а затем стал постоянным лицом на Seoul Fashion Week. Высокий рост, стройная фигура, светлая кожа и естественная харизма моментально сделали его звездой корейской подиумной сцены. С ним заключали контракты ведущие бренды Louis Vuitton, Dior Men, Pinshap, Dior BT. А его фотосессии для Squire, Vogue Korea, L, GQ и W Korea всегда получали восторженные отзывы. Однако настоящее признание пришло к нему через дорамы. Он дебютировал в «Школа 2015-го. Кто ты?», где сразу стал любимцем подростков. А затем были «Весна – это весна», «Бриллиантовая маска», «Стартап», «25», «21» и другие. В каждом проекте он удивлял тем, как умеет перевоплощаться, от трогательного подростка до зрелого героя с внутренними конфликтами. Но путь Нам Джу Хёка не был легким. В 2022 году он оказался в центре скандала, его обвинили в школьной травле. Он мужественно принял удар, заявил о своей невиновности и подвергся проверке, в ходе которой не было найдено доказательств его вины. Это был тяжелый период, но он прошел через него достойно, сохранив уважение к себе и своей аудитории. Сегодня Нам Джу Хёк – это лицо корейской моды, стиль нового поколения и актер, чья популярность не знает границ. Он успешно совмещает съемки, фотосессии, съемки в кино и остается примером для тысяч начинающих моделей и артистов. Нам Джу Хёк – это история о том, как красивая внешность сочетается с настоящим талантом и сильным духом. Он не просто номер один в этом рейтинге. Он – лицо современной Кореи. Спасибо каждому из вас, наши дорогие зрители, за то, что вы есть. Мы видим ваши комментарии, вашу любовь, и мы это очень ценим. Нас смотрят по всему миру. И знайте, канал «Корейские звезды» крепко обнимает вас. Мы вас любим. До встречи в следующих видео.